Я все детство провел в Москве. Я учился в обычной общеобразовательной школе. Меня воспитывала мама и бабушка. Они работали, я учился. У меня в школе были их друзья. Мы проводили как-то время. Учился я средние, четверки, пятерки, тройки по-русскому. Очень классическое детство парня в начале нулевых, которое вообще можно себе представить, наверное. Я очень долго занимался фотографией. В какой-то степени даже, наверное, на полупрофессиональном уровне. Я выигрывал выставки в Москве. Была даже такая выставка в Германии, называлась Epson Photo Awards. Я был первым представителем из России, кто выиграл там гран-при со своей фотографией. Фотография была сделана во время пожара в ресторане прямо около школы. С самого детства я, наверное, хотел стать режиссером в киноиндустрии. И мне казалось, там уже в 10 лет, что это начало пути, скажем так. Но в определенный момент времени интерес потерялся, заместился. В первую очередь геймингом, вероятно. И дальше уже путь сменился. Моим родителям было свойственно иметь высокий контроль надо мной, но, наверное, уже лет с 14 я стал успешно этого избегать. Просто игнорировал определенные рекомендации ЦУ. Со временем они скорее смирились. То есть в 18 лет я уехал из дома, и я с ними больше уже не жил. Я познакомился с миром первой доты, наверное, году в 9-10. Мне тогда было около 15 лет. А в 11 году был первый International. Почему первый International так много внимания привлекал? Это, очевидно, связано с призовым фондом. Это выглядело как полноценный такой чемпионат мира. Вот культура олимпиад, культура чемпионатов мира других видов спорта. Я еще помню, что я не мог смотреть в лайве все игры. Он шел, если я правильно помню, где-то на стыке августа-сентября. Начинался учебный год. Я приходил из школы и смотрел его в записях. Было очень увлекательно. В целом, этот первый инт стал для меня открытием с точки зрения киберспорта, индустрии, того, что это может быть масштабно, того, что гейминг в целом может интерпретироваться в какую-то бизнес-структуру, со спортом, со спортивной структурой и так далее. В этом был интерес. Мне всегда было свойственно желать не быть рядовым пользователем. У меня было желание влиять на процессы изнутри, а не следить за ними снаружи. Я был еще очень молод, получить доступ к работе в какие-то клубы или студии трансляции, или, допустим, турнирного оператора типа StarLadder, очевидно, мне не светило, мне было 16 лет. Я обратился на портал Dota Video, в раздел вакансий, устроиться туда кем угодно в целом. Там можно было устроиться матчтикером, это человек, который следит за матчами, которые происходят, выставляет просто результаты. А я устроился редактором, это ньюсмейкер, по сути, человек, который не придумывает и не пишет новости, а находит их в интернете, в целом каком-то информационном поле и переносит их на сайт. Я получал там 5 и 7 тысяч рублей, но мне было 15-16 лет, было приятно. То есть я начинал с того, что я был редактором, потом я стал главным редактором, потом мне отдали в управление полностью портал, который перешел от видео на 2net. После этого началась история уже с командами и с клубами. В целом все это происходило в рамках одной группы людей. Портал был куплен инвесторами. Я с ними познакомился, мы с ними неплохо пообщались. Они были сильно старше меня, то есть, наверное, разница между нами была лет 10. В целом, вакансии на продоте — это такая своеобразная кузница талантов. Очень-очень многие дотеры поколения 15-18 года выходили с вакансий. То есть большинство никнеймов, которые вам известны в доковидную эпоху, они все так или иначе на вакансии осветились. Я был знаком с модератором, с Виталием. Предложил мне вариант, чтобы мы на минимальную финансовую базу взяли их команду под спонсорство. Я обсудил это с инвесторами. Это показалось нам любопытным. Бюджеты были мизерные. То есть в то время мы платили игрокам по $150 на человека. И мы решили попробовать. Это казалось просто интересным экспериментом, потому что ребята были молодые, перспективные. Это было скорее для них просто каким-то развлечением, возможностью, вероятно, для них тоже как-то влиять на индустрию. Для меня это было, вероятно, намного больше, честно говоря. То есть мне казалось, что эта история позволит мне больше всего узнать про индустрию, то, чего я еще не знаю. Очень часто в жизни с этим сталкиваюсь, когда определенные вещи в голове преувеличиваются, каким-то образом возвышаются. Тебе кажется, что люди, которые находятся на следующей ступени от тебя, они гораздо более компетентные, они гораздо более профессиональные. Приходя туда или добираясь до той же самой ступени, ты понимаешь, что в действительности разницы либо нет, либо она вообще в твою пользу уже сейчас. Работал я, по сути, менеджером состава, то есть я искал праки, я каким-то образом устаканивал их расписание, решал какие-то проблемы, которые у них возникали, платил им зарплату, по сути. В то время я понимал, что с этим составом, если мы хотим дальше эту историю как-то масштабировать, мне потребовалось где-то около 3-4 месяцев, чтобы это понять, что в рамках этой структуры, этого состава
состава это не имеет никакого смысла. И у меня было 2 состава на примете. Это был состав Scary Faces, СФЗ, и состав Аспера, которые мне казались крайне интересными, исходя из того, кто там играл. Я пришел к инвесторам и сказал о том, что продолжать в текущем проекте нет никакого смысла. Мы либо берем один из этих 2 составов и пытаемся как-то вырасти уже на основе этих составов, либо мы закрываем эту историю, просто дальше нет смысла это делать. На этом совещании, скажем так, мы приняли решение, что мы берем оба состава сразу в попытке каким-то образом пробиться выше. То есть было понимание того, что нужно больше попыток, чтобы понять, как пройти выше. Аспера и СФЗ, начали мы с ними работать, вероятно, где-то в районе февраля 2015 года. В Аспере в то время менеджером работал Влад Дроздов, который у нас сейчас работает с КС-составом. Он был менеджером того состава непосредственно. СФЗ я менеджерил лично. В какой-то момент времени к нам в СФЗ пришел Артстайл. Притом он не хотел афишировать свое выступление за эту команду, поэтому он играл под фейком. СФЗ даже отобрались на Стар-серию, это было большим прорывом для такого состава, который являлся миксом. Мы даже неплохо там отыграли, была это очень громкая игра с Cloud9 на 200 минут. И в какой-то момент времени я понимал, что мега-крипы, которые не имели скейлинга от минуты игры, которая продолжается, стали слабее, чем супер-крипы, которые продолжали скейтить с каждой минуты, потому что матч шел 200 минут. Я зашел к ним в TeamSpeak, сказал об этом и так далее, чтобы, если что, они не боялись того, что им там бараки донесут, потому что это не повлияет на игру никаким образом. Минус Бристлбэк. Да, Бристлбэка забирают. Ну, Также байбэк, и чё? проблемы еще небольшие у Дизраптора. Они летят сюда! Они Это летят! конец! Это конец! Снайпер Да! по трону! Это Да! третья игра! Да! ГГ! Боже мой! 200 200 минут 35 секунд! Были эпизоды, когда я даже был вынужден заходить с Тендином играть за СФЗ непосредственно. Однако к июлю 2015 года стало понятно, что 2 игрока очевидно имеют гораздо более высокие темпы роста индивидуальных навыков, чем 3 остальных. Мы играли в то время с Рамзесом. Вначале он играл у нас на оффлейне, потом мы его убрали ради Артстайла. Артстайл в каком-то времени ушел из команды, команда пересобиралась. Кроме в то время было отношение, как будто он не самого высокого уровня игрок, но брать было больше некого. Плюс ко всему, он очень сильно апнул ранг за то время, пока он не играл в команде. И Женя Шадовех предложил вернуть его на позицию керри. Это было, наверное, ключевым решением для всех. Придя на керри где-то в районе мая, он показал невероятную динамику роста. То есть человек, по сравнению с тем, что он показывал на оффлейне буквально там 3 месяца назад, он стал играть кратно лучше. Помимо этого, мы взяли примерно в то же время в мид Витю Генерала. И суммарно этот состав с этими 2 заменами стал намного сильнее, чем был до этого. Мы отобрались на один из ланов в Москве, и когда мы ехали на лан, у меня был разговор с Женей Шадовехом на тему того, что, скорее всего, состав текущей его итерации, ему пришло время расставаться, просто потому что 2 человека слишком сильно выросли, их точно либо заберут, либо они сами уйдут. Стало понятно, что нужно делать шаг вперед, и нужно делать полноценный клуб. Были мысли сделать это на базе СФЗ, но делать полноценную большую историю с микс-тегом, мы поняли, что это плохая идея. Поэтому мы начали думать на тему того, что нам нужен ребрендинг и, возможно, новый ростер. Название Team Spirit было придумано Женей Шадовехом. Я помню, что я в то время прикидывал разные варианты, учитывая, что мы планировали строить аргу на основании этого состава СФЗ. Я предлагал им их. Все мои варианты он отверг и предложил мне 10 на выбор. И там было название Team Spirit, которое меня очень сильно мне понравилось. Мне показалось правильным, что оно емкое, что это название можно использовать в рамках одного слова Spirit, и что у него есть определенное значение. Притом значение и в рамках 2 слов, и в рамках одного слова разное. То есть у него оно было очень многофункциональным. Это меня привлекло, это звучало интересно, и я взял его вариант. Мы поехали на лан в Москву. Это был лан от GSL, если я правильно помню. На этом лане серия коммуникаций произошла, и мы поняли, что мы можем собрать очень сильную команду уже под новый тег. Я познакомился с Флаем, с Андреем, с Артуром Габлаком, с Боди я и так был знаком до этого, у нас были с ним неплохие отношения. Мы как раз добрали Рому из СФЗ, им подписали под Team Spirit микс Cis Rejects. С этого началась история клуба. Team Spirit — это не какой-то клуб, как те клубы, которые сейчас образуются уже по образу и подобию. Для нас многие вещи, по сути, происходили впервой. Мы не имели какой-то модели поведения, какого-то референса конкретного. У нас были довольно скромные бюджеты. И это все держалось на чистом энтузиазме. Поэтому люди, которых мы нанимали, они брались по 2 признакам. С кем-то пересекался и кого-то встречал. Он казался мне привлекательным человеком непосредственно в первую очередь. И у него были какие-то компетенции, которые были крайне полезны. То есть мы были вынуждены брать только тех людей, которые нужны в первую
первую очередь. Первым сотрудником в Team Spirit стала Аня. Она обладала довольно высокой квалификацией для человека, который работал просто около киберспорта в дизайне. И, очевидно, для того, чтобы клуб как-то функционировал в публичном поле, нам нужна была графика, нам нужно было, чтобы мы были репрезентованы как-то выгодно в любом случае. Учитывая, что я занимался буквально всем, я вел паблик ВК, я менеджерил команду, я общался с турнирными операторами, делал все, что нужно было делать в теории, чтобы команда просто функционировала. Я искал буткемпы, я их возил, я покупал билеты, я все делал сам абсолютно. Не было ни понимания, ни возможности выстраивать структуру как таковую. То есть все происходило довольно хаотично. К концу первого года в Team Spirit работало уже 5 человек, и это казалось мне уже довольно крепкой командой. У нас был дизайнер, в то время мы уже взяли состав по КСу, у нас был менеджер состава по КСу. Я продолжал менеджерить команду по доте и всем этим делом управлять. То есть паблик вело 3 человека. В то время мы нашли Юлию Жицкую. Она была, наверное, первым настоящим профессионалом в нашем клубе, потому что она прошла большую школу работу в Нави, в ESL. Наверное, до сих пор, возможно, самый строгий человек, который работал в клубе за все времена. Но она показала мне определенные подходы, которые могут быть эффективны с точки зрения управления коллективом, особенно в рутинной работе, потому что дисциплина важна именно в рутине в первую очередь. Человеческий мозг так работает, что он старается избегать повторения одних и тех же действий, которые не вызывают у него интереса и какой-то не имеют мотивации непосредственной. И для того, чтобы в рамках рутины структура работала, крайне необходимо, чтобы был человек, который на уровне своей компетенции строго, дисциплинированно отслеживает действия каждого своего подчиненного. А работа в СММе, безусловно, полна рутины. Это неизбежно абсолютно. Период становления клуба, первичного бульона, когда я пытался понять, как, в принципе, выстраивать структуру, что такое, в принципе, клуб киберспортивный, как это должно работать, вероятно, он занял первые 1,5 года существования клуба и завершился во второй половине 2017 года, когда мы начали уже гораздо более активно добирать штат. Начали мы его добирать по 2 причинам. Первое, у нас были своеобразные успехи, вероятно, для инвесторов мы показали себя как довольно надежный проект, который может расти и развиваться. А второе, я стал понимать, кого мне, в принципе, нужно брать. Мы не выстраивали структуру с определенным набором сотрудников, составов, какой-то медиапрограммы, бренда с первой точки создания клуба. Все происходило очень органично, то есть это буквально первый день существования, поняли что-то, перешли во второй день существования, поняли что-то еще, где-то, может быть, ошиблись, пошли, может быть, не тем путем, поняли, что пошли не туда, вернулись на предыдущую точку, двинулись в другую сторону. Мы не находились в точке А и не видели точку Б прямо перед собой. Мы просто двигались в темноте по наитию. Вот так это выглядело. Изначально это был клуб, созданный на базе состава по доте. Мы занимались дотой, нам интересно была именно дота, так все работало. Точка таймлайна, когда мы приняли решение, что нам нужен еще один состав по другой дисциплине, это Counter-Strike, который был также очень популярен в регионе, да, в котором мы работали. Это была первой важной точкой роста. Когда мы поняли, что клуб будет расти в нечто большее, чем просто один состав по доте, который мы обслуживаем. Для того, чтобы наши игроки, которые оказались без контрактов, не ушли под другой тег, мне нужно было провести переговоры и попробовать придумать что-то, потому что в целом шанс потери наших игроков в КС-составе в то время был довольно высок. Одним из решений, которое оказалось на поверхности, это забрать себе основообразующего игрока из того клуба, который пытался переманивать у нас наших текущих игроков. Первой звездой, которая появилась в Team Spirit, вероятно, был Сергей Старикс. Это был человек другого масштаба по сравнению с теми, с кем мы уже работали. Неоднократный чемпион мира, игрок Нави, действительно, который очень большой путь прошел, имел определенную фанатскую базу, много внимания к себе. Когда мы его подписали, для нас это был большой шаг вперед, в том числе по финансам. То есть его зарплата была кратно выше, чем у любого другого игрока до этого. Переговоры были непростыми с ним. Мы конкурировали с Динамо Киев. У них были определенные амбиции на то, чтобы войти в КС непосредственно. Я понимал, что перспективы в этом подписании не очень много, у него была своеобразная репутация. В то время моих компетенций уже хватало, чтобы понять, что такой игрок в составе с молодыми игроками без определенной адаптации, скорее всего, будет их подавлять, и они не смогут сработаться, там не будет никакой командной химии, так и получилось. Сомнительное действие ради того, чтобы получить некоторый опыт. Дорого мне стоило в плане нервов и количества времени, которое мне потребовалось потратить, чтобы исправить свою ошибку. Больше я такого не допускал. По понятным причинам. К 2017 году у меня появилось понимание основных чекпоинтов, которые необходимы для того, чтобы клуб правильно функционировал. Есть какая-то внешняя часть, да, это социальные сети, какое-то медиа направление. У нас были первые попытки поработать с разными медиакомандами, внутри клуба выстроить какую-то структуру по этому поводу. Все безуспешные в целом. Так и некоторые внутренние вещи. Например, мы поняли, что нам необходим такой
юнит как буткемп. Неприятный опыт самого первого буткемпа, который мы делали еще в 2016 году. Это был буткемп команды Vega Squadron. Мы арендовали дом, но проблема была в том, что у них не было ПК в этом доме для нас, потому что у них было 2 игровых, и 1 игровая была не обставлена. Нашел этот клуб, где мне предложили дать ПК в аренду с перемещением на буткемп непосредственно. Мы заплатили за них определенную сумму денег, само собой, за аренду, да, и в один день мне написали, что сумму надо удвоить. Я сказал, что договоренности были иными, бумаги никакие не были подписаны, все было на словах. В итоге к буткемпу подъехало 4 машины черных тонированных, скажем так. Вышли какие-то очень большой набор каких-то странных людей, в том числе там был один из тех, с кем я договаривался в этом клубе. Я помню, что из буткемпа вышел Артур Габлак и Боди Айсберг, и мы втроем стояли напротив этой своры, обсуждали, в чем их претензии, почему это все происходит. В тот день мы отдали эти компьютеры, буткемп был завершен. Все прошло более-менее, мы готовились к одному из первых кланов, на который мы вышли в том составе. Все эти проблемы натолкнули меня на мысль о том, что буткемп нужно делать внутри клуба, как собственную структуру. Мы съездили в Seaforge, это известный довольно-таки буткемп в России был в то время в Москве. У них был арендован дом, у них было свое оборудование, и сетевое, и компьютеры, у них была выстроена структура, как этот дом функционировал, как функционировал штат этого дома, который обслуживал команды, которые там буткемпились непосредственно. И появилась мысль о том, что мы могли бы буквально выкупить проект. Я обратился к инвесторам с этим предложением, мы обсудили сумму, обсудили условия, и весь проект был, в принципе, целиком выкуплен. Мы получили людей, которые работали в этом проекте, которые стали моими коллегами, да, непосредственно Дима, Сережа и ребята, которые с ними еще работали. Клуб стал приобретать какую-то полноценную структуру, потому что мы получили человека, который занимается до сих пор у нас всеми финансовыми вопросами, да, ведет вопросы юридические и так далее. Мы получили технического специалиста, который как раз помогал нам с буткемпом. Мы получили людей, которые могли вести проект и закрывать те или иные проблемы. К тому времени из важных юнитов, да, вот у меня работала Аня, которая много помогала мне, мы с ней очень много всего обсуждали в плане того, как клуб должен работать. Уже работала Руслана в то время, познавала, скажем так, индустрию в первую очередь, но тем не менее она была довольно компетентна из-за того, что она в целом имеет широкий кругозор знаний, скажем так. И эти 3 человека, которые еще лучше усилили нас с точки зрения структуры непосредственно. Да, вот 17-й год стал первым, наверное, моментом, когда я понял, что мы становимся полноценным бизнес-юнитом. У меня было постоянное ощущение, что все работает неправильно. Что абсолютно каждая часть клуба, абсолютно каждое направление работает неправильно, и я пытался думать над тем, как это исправить. Безусловно, когда мы говорим про клуб киберспортивный, все упирается в спортивную часть в первую очередь, она идет как фронт перед всеми остальными видами деятельности. Для этого нужны сильные игроки, но если ты не можешь обеспечить их правильными условиями, если у вас нет философии, если вы не выстроены структурно как клуб, в этом всем не будет смысла. Будут скандалы, будут проблемы, которые ты не сможешь решить, будут какие-то неурядицы в любом случае, и каких бы сильных игроков ты ни взял, если твой клуб слаб, это не поможет. Вся философия клуба Team Spirit держится на одном слове. Это здравый смысл. Мы не отталкиваемся от каких-то высоких идеалов, мы не пытаемся навязывать людям какие-то определенные свои типы ценностей и принципов. Важно принимать личность такой, какая она есть, если ты с ней работаешь. Если ты не можешь ее принять, не работай с ней. С точки зрения решений всегда есть наиболее правильное. Вряд ли ты всегда его примешь, но ты должен к этому стремиться. В этом есть суть здравого смысла. Принимать те решения, которые будут наиболее выгодны для всех сторон. Не кривя душой, можно сказать, что то, чем я занимался и занимаюсь до сих пор, это, правда, очень сложно. Возникает огромное количество внутренних конфликтов, внешних конфликтов, огромное количество проблем, которые нужно решать зачастую каждый день. У человека, который занимается своим делом, как правило, нет времени на свою жизнь. Это очень распространенная модель, скажем так, особенно на периоде развития и роста. Пока ты еще активен в своей фазе, именно участие в процессах непосредственно. Желание все бросить появлялось сотни раз. Вероятно, это наиболее честный ответ. И, наверное, именно здравый смысл не позволял мне этого сделать. В те года я гораздо более эмоционально реагировал на локальные неудачи. Определенные неудачные дни или неудачные исходы событий казались мне катастрофой. В действительности, когда поработаешь в этой индустрии много лет, ты понимаешь, что даже один отдельно взятый турнир или даже год отдельно взятый, когда ты провел его неудачно с точки зрения спорта, это лишь один из шагов. 17-й год — это год, когда мы многократно оставались в шаге от хотя бы локального успеха. Мы не говорим про победу на турнирах, само собой, да, но мы говорим про выходы на турнир. Если мне память не изменяет, 23 раза суммарно на 2 состава проиграли в финале квалификации выхода куда бы то ни было. Это было очень много. Остается только Колди. Урона, господи, что происходит с командой Spirit? Они просто лопаются. Это конец, Империя едет на International, друзья!
And it's over. Goblex says we can't simply bounce back from this. Congratulations, our Vega. Vega have just 3-0 team spirit. Поражение в финале квалификации крайне болезненное, потому что ты понимаешь, что был всего один шаг для того, чтобы продолжить путь, не завершить его, не выиграть что-то, а для того, чтобы, в принципе, иметь возможность продолжить свой путь. И 23 раза ты этот шаг не сделал. Если грубо говорить, я уходил в спальню и провел там 2 дня в соло. Такая история была. Это было очень тяжело. Рефлексия, определенное понимание целей и так далее позволяло продолжать путь. Тот период, вероятно, начался в районе августа 2017 года, если я правильно помню. К декабрю уже... К тому времени мы проиграли, наверное, раз 7 в финалах деквалификации. Уже было чувство глубокой безнадеги. И, честно говоря, решения, которые в то время принимались, они были крайне импульсивные, эмоциональные и необдуманные. Именно оценка неправильности принятых в то время решений позволила глубоко понять неверность подхода с точки зрения эмоциональных реакций. Из-за того, что я супер эмоционально реагировал, я был гораздо менее вовлечен в процесс и принимал гораздо больше неправильных решений. И это позволило абстрагироваться в большей степени, чем если я просто бы говорил себе «не будь таким эмоциональным». Именно понимание «почему не будь эмоциональным» позволило перестать таковым быть. Вот в чем суть. Проект просто был реформирован. То есть в рамках того, что происходило в то время, смены полосы зебры не произошло. То есть пришлось зебру сменить. Мы решили попробовать нечто совершенно новое. У нас был единичный опыт взаимодействия с игроками из Европы. Это был Мальте Бивер, с никнеймом Бивер. Он сильно отличался по менталитету, по подходу к работе от остальных игроков, с которыми он работал, русскоязычных. И возникла мысль экспериментальная, что хотелось попробовать поработать с большим количеством людей из другого региона. Это во многом было именно ответом на вопрос, как выбраться из полной ямы. То есть попробовать полностью поменять вектор. Мы сменили языковой сегмент, мы взяли других игроков с другим менталитетом, попробовали с ними поработать. Это был, знаешь, такой более оздоровительный шаг, нежели прагматичный. Это просто несостоятельная модель, когда человек должен фокусироваться на игре, на состоянии своем как спортсмена, на состоянии всей своей команды, в которую он обитает, на поездках на ланы, на огромном количестве стресса, который проживает киберспортсмен, и при этом принимать решения организационного характера. Ты не можешь смотреть в две стороны одновременно. Так не работает. Решение по кику Ромы, Рамзеса, дело не в самом Роме. Дело в том, как это было сделано. Это был классический пример термина, который в киберспорте употребляется, мошна. Команде было плохо, она играла плохо, были проблемы в взаимоотношениях, нашли виноватого. Причем обвинили его в том, в чем он не был виноват на самом деле. Я пошел на поводу, я поддержал эту историю и сделал много выводов после. Когда я пытался осмыслить ситуацию с Ромой и с тем, как именно его кикали из команды, как это решение принималось и что на это повлияло, я в действительности и понял вот эту концепцию, которую я описывал ранее. Игроки, находящиеся в моменте под огромным давлением и стрессом, просто не способны трезво мыслить и принимать такие глобальные решения. Вы проигрываете турниры, у вас все плохо, вы ищете виноватого. Это естественный процесс. Для того, чтобы не происходило принятие решений, исходя из таких контрпродуктивных вещей, как поиск виноватого, нужно, чтобы это решение принимали не игроки. Экономическая составляющая клуба – это вещь, в которой мне повезло наибольшим образом. Инвесторы, люди, которые финансировали клуб, особенно в первые 5 лет, пока он был, очевидно, крайне убыточным, это были люди, которые верили в проект и верили в то, что я делаю. Моя коммуникация с ними подстегивала веру, и они продолжали давать нам денег. Все довольно было прозрачно. Мы находили спонсоров, мы находили партнеров. Это все было через кровь, боль и так далее. Все эти переговоры напоминали откровенно какой-то жанр сюрреализма, но небольшие суммы денег мы находили. Первый полноценный спонсор, который ощутимо повлиял на увеличение бюджета, это был Париматч. Это еще было до 10-го НТА. У нас с ними был довольно приятный контракт на то время, само собой. До этого контракта в целом каких-то внешних источников вливания денег у нас не было. Мы жили на деньги инвесторов. Когда мы взяли подразделение по Херстоуну, это была, скажем так, первая экспериментальная попытка экспансии. Потому что, когда мы привлекали КС подразделение, это был понятный вектор развития. То есть Dota и КС всегда были столпами киберспорта в СНГ. И ХС был нечто более экспериментальным. При этом причины, по которым он оказался в Spirit, вероятно, как и во многие другие ситуации, которые происходили в то время, нам подвернулся удачный вариант, и мы просто воспользовались возможностью. А в то время мы еще работали с Артуром Габлаком, он сам играл в ХС непосредственно, да, у него были высокие рейтинги, он был знаком с комьюнити из Херстоуна, и он познакомил меня с Ником Чипером, после этого уже с Владом Сильвернеймом, Штаном и Сынером. Это была такая своеобразная банда, то есть они играли за организацию Anox, у них там были проблемы с клубом непосредственно, да, они искали новое для себя пристанище, мы поняли, что они
и с точки зрения спорта привлекательная, и с точки зрения медиа привлекательная, но при этом не было точного понимания, а зачем мы, в принципе, берем их в клуб. Это была просто попытка взять что-то, чтобы понять, как это работает. И как нам с этим работать. На уровне анализа и аналитики предварительно понимать, мы берем Hearthstone для того, чтобы привлечь такого-то партнера, для того, чтобы там увеличить свой там бренд awareness и так далее. В то время мы не мыслили такими категориями. Это просто была возможность, за которую хотелось зацепиться и посмотреть, как пойдет непосредственно. В целом, кейс довольно удачный, на мой взгляд. Это был первый большой трофей для нас, который Штан выиграл на Багамах непосредственно. Это был, по сути, аналог мейджор турнира, да, как это в CS и в Доте выстраивается. Ну и сам Влад, конечно же, который с нами уже 8 лет. Это действительно флагман клуба, который представляет нас в медиа уже очень долгие годы. И мы очень довольны этим партнерством. Hearthstone как дисциплина был на пике как раз в тот период времени, когда мы привлекли его в свое подразделение. Это был 17-18 год. В то время компания-издатель Blizzard Entertainment гораздо больше внимания уделяла составляющей киберспортивной. Были большие турниры, они хорошо освещались, много вкладывалось ресурсов. Это все было очень, на самом деле, по структуре похоже на CS-индустрию, потому что были определенные прилимы, которые были похожи на миноры, были турниры в качестве мажор-ивентов. В то время сам ладдер казался гораздо более спортивным и делал акцент на соревновательную составляющую в большей степени, чем на развлекательную. Как раз в период, когда мы начали сокращать подразделение по Hearthstone, этот период был совмещен именно с изменением политики у компании-издателя. То есть, когда мы начали от определенных игроков отказываться, решения эти принимались в первую очередь именно из того, что сама игра стала менее привлекательной для клуба киберспортивного. Диму я звал на работу в клуб 3 раза. И только 3-й из них стал успешным. Первый раз это было примерно году в 17-м. Познакомились мы с ним еще задолго до этого. Я работал менеджером СФЗ, он работал менеджером Ева Субмарин. В то время Дима уже выделялся определенной силой. Чувствовалось, что в его работе есть идея. Мне кажется, у него уникальное сочетание жизненного опыта, на самом деле, которое очень сложно получить естественным путем или по своему желанию. Это человек, одновременно получивший тяжелый опыт, полезный опыт и приятный опыт. В 2015 году, когда мы первый раз не познакомились еще в онлайне, непосредственно на фоне всех остальных людей, которые так или иначе работали в том Tier-3 уровне, где я обитал, он уже очень сильно выделялся своими параметрами непосредственно. В моей голове он имел очень высокий средний балл. То есть нужно понимать, я в целом таким образом выстраиваю оценку людей, которые меня окружают. Я вижу их как юнитов в реал-тайм стратегии. Каждый из них имеет какую-то цифру в каждой характеристике, а помимо этого имеет какой-то набор перков и багов. И у меня есть такой портрет по поводу каждого человека абсолютно, с которым я работаю, так или иначе. С точки зрения какой-то определенной романтики, могу сказать, что именно после ковидного года у меня в голове прям родилось Team Spirit 2.0. Мы заперлись на карантин. В начале первые 3 месяца мы сидели с командой в одном доме. А после того, как команда уехала, мы еще просидели на карантине. Этот период практически полного бездействия, потому что команды играли что-то в онлайне, то есть никто никуда не ездил, ничего не происходило, все как будто застыло в стазисе. 7-8 месяцев я очень много просто думал. Я стагнировал и думал. Был момент, когда я засыпал с одной мыслью и просыпался с ней же, и она продолжалась. То есть мы жили в доме с определенным кругом людей, я постоянно с ними это обсуждал, в бытовом общении. Мы вышли покурить, какие-то вопросы я задаю. Жили мы в то время в доме, был я, Руслана, Дима Бухтеев, Сережа Кузьмин, и время от времени какие-то люди к нам приезжали, которые тоже пережидали у нас карантин. Это такой прям был полноценный кампус. В мае 2020 года наш очередной проект по доте потерпел неудачу, и я начал думать, что с этим делать и как все это перестраивать. У меня закончились фундаменты, потому что в среднем почти любой спортивный проект я строю от какого-то якоря. В текущем моем уже понимании процессов это должен быть человек тренерской должности, но есть и альтернативы. Если дисциплина молодая, и она еще не успела наработать себе кадры для того, чтобы в тренеры можно было искать подходящего компетентного специалиста, это может быть капитан. Это может быть даже глубоко заинтересованный, горящий идеей человек, который будет выполнять роль менеджера, например. Мне написал Дима, попросил у меня 1000 рублей в долг, потому что он застрял на трассе между Москвой и Петербургом или на какой-то другой трассе, не суть важно, и у него не было денег на бензин. В целом, единственное, о чем я попросил, чтобы он пруфанул, что это он. После этого, да, я дал ему денег, потом он написал мне еще раз, и это был момент, где мы зацепились за какое-то возобновление нашего общения. Потому что до этого мы много общались, потом был 2-летний перерыв почти, когда мы почти уже не общались, да, и мы его возобновили на этом фоне. Обсудили ситуацию с моим составом, обсудили ситуацию в его карьере. У него был проект Hellraiser, с которым он там поработал недолгое время, не очень удачно. Я расспрашивал его на тему того, какие у него были бы идеи по поводу реформирования нашего проекта по доте. Тот диалог, который у нас с ним был, вели мы его месяц, наверное, с начала июня по начало июля, он не имел для меня большого веса. В момент, когда он мне, в принципе, первый раз написал, наверное, он по-прежнему
по-прежнему оставался в моей голове крайне ценным кадром, с которым бы я хотел поработать. А диалог, который мы вели, это скорее был просто такой small but long talk. Не такая была история, что он меня в чем-то убедил, он мне рассказал свой вижен, и такой, да, господи, надо поработать. Нет, не в этом была суть. Я и так понимал, что я хочу с ним поработать. Я пригласил его в дом, в котором мы сидели на карантине как раз непосредственно. Он пожил с нами около месяца тоже. Это был июль месяц 2020 года. Когда он только приехал в первый день, мы с ним просидели на крыльце в курилке, так называемой, наверное, часов 6. Просто в обсуждении того, как устроена индустрия, какие составы выстраиваются, где кто ошибается, где я ошибаюсь в том числе. Я доносил ему какие-то определенные ценности, которые я хотел бы привнести в новый состав с точки зрения его формирования. Не с точки зрения работы, а именно формирования в первую очередь. Основная концепция была в том, что большинство клубов бесконечно ротируют одних и тех же игроков между собой. И в этом просто нет никакого смысла. Они буквально бегают по кругу в попытке из одних и тех же ингредиентов получить новое блюдо. Хотя это невозможно по определению. Помимо этого, наверное, можно еще так сказать, что в нашей концепции в то время золотой состав ВП это был полный антагонист для нас. В нашем понимании их успех это была своеобразная ошибка выжившего. Тот образ работы команды, та модель управления этой командой, то, как она существовала, это полностью противоречит спортивному принципу. Да, они были рок-звездами, да, это было привлекательно в медиа где-то, но эта модель в нашем понимании была крайне несостоятельна на дистанции. Они выиграли много турниров. Это был великий состав, действительно, я не умаляю их заслуг. Но своих целей они не добились. В более строгой и дисциплинированной структуре Spirit те игроки не получили бы того же результата, можно сделать такое предположение. Мое мнение, это не так. С теми игроками в рамках более спортивной структуры можно добиться было крайне, намного больше результатов. Вот в чем point. В формировании состава нам казалось, и я по-прежнему так думаю, мы решили применить некоторые новые методики. Идея была в том, что мы составим таблицу, в которой на каждую позицию будут даже самые недопустимые в нашей голове варианты. То есть там вплоть по 30-40 человек на каждую из позиций. На довольно таком плоском, простом уровне ввели систему маркировки, где мы отметили наиболее интересные варианты, наименее... Это классическая система long-list, short-list и так далее. После этого начались тесты. Дима полностью управлял всем процессом. Тесты были долгие, тестили мы огромное количество людей, то есть, наверное, более 25 человек мы тестили суммарно из тех, кто нам, в принципе, был интересен. Там было очень много неизвестных никнеймов. Там было очень много людей, которые не выступали на тир-1 уровне, и даже на тир-2 уровне иногда. Наша работа в то время велась в дуэте. По сути, Дима полностью управлял всеми тестами, и каждый день мы с ними это обсуждали. Он мне рассказывал, как что прошло, как его мнение о том или ином игроке изменилось, какие он видит химические связки между игроками, где он видит момент, что один с другим стакается в лучшей степени. Наверное, в то время, да и сейчас во многом, для Димы я являюсь человеком, с которым можно обсудить процесс. Но при этом, когда я начинал с ним работать, внутри себя я принял установку, что я доверяю ему бескомпромиссно. В работе с таким человеком, как Дима, это важно. История с медиа для клуба развивалась крайне болезненно на протяжении первых 5 лет. Понимание того, как строить именно отдел и формат работы, мы преуспели уже в 2017 году, но найти подходящего человека на эту должность оказалось гораздо сложнее. Наверное, за 5 лет я перепробовал, я уже считал этот момент, 5 человек на эту должность. Каждый из них не оказался подходящим. В тот ковидный период, в действительности, я решил предпринять немножко другую попытку. Мы перестали искать людей внутри индустрии и решили искать их извне. Была подана вакансия, мы прособеседовали 20 человек. Собеседовал их первичный круг не я, этим занимался Дима Бухтеев. Я помню, что после разговора с Костей, он после каждого собеседования он мне звонил и рассказывал свои впечатления, в целом какие-то мнения по поводу того, что прошло и так далее. И он мне сказал, что, вероятно, этого парня мы возьмем. Буквально в первом же звонке он мне об этом сказал, потому что он крайне выгодно выделялся на фоне остальных. Когда мы с Димой обсуждали поиск человека на эту должность, я сказал ему 2 вещи. Первое, ты должен почувствовать, что у него есть свой вижен, что он не будет приходить сюда и спрашивать, как и что ему делать. То есть он должен представить в своей голове, вот клуб в его руках, как он должен выглядеть, бренд клуба, как он должен выглядеть. И второе, он не должен быть ограничен рамками. То есть он должен готов про плохое говорить, что это плохо, про хорошее, что это хорошо, иметь свое мнение по тем или иным вопросам. Ну, во многом мы искали силу в личности того человека, с которым мы общаемся. Был второй круг собеседований, с Костей мы пообщались, он был намного моложе, чем сейчас, менее уверен в себе, но в каждом его ответе я чувствовал, что он не пытается угодить мне своими ответами.
На нашей первой встрече, несмотря на то, что у Кости было мнение по поводу практически каждого вопроса, который я задавал, я чувствовал, что он невероятно сильно сглаживает углы. Я вижу по его реакциям, по языку тела, как угодно можно называть, что он понимает, что это плохо. Это плохо сделано, это плохо выглядит, это неправильно и так далее. Если ты хочешь выстраивать полноценный свой бренд, ты должен уметь называть вещи своими именами и не бояться этого. Team Spirit в то время уже стали довольно крепким тир-2 клубом в КС непосредственно. Мы посетили несколько мажоров, не очень успешно, конечно же, но тем не менее. Когда я упоминал про Team Spirit 2.0, это как раз полугодовой период с июля по декабрь 2020 года, когда мы полностью перестроили 3 основных отдела клуба. Мы полностью перестроили медиа-отдел с приходом Кости, мы полностью перестроили дота-отдел с приходом Димы, и мы полностью перестроили КС-отдел с приходом Сереги Хали в декабре. То есть, по сути, клуб прошел полное реформирование за полгода. К 2021 году клуб уже довольно сильно изменился на фоне тех решений, которые были приняты годом ранее. В первую очередь, наверное, будет правильно сказать, что мы стали гораздо более профессиональны в своих подходах. Это был первый состав, в котором менеджмент в действительности определял тот образ жизни, который этот состав ведет. Это касалось, в первую очередь, конечно же, тренировок, буткемпов, поездок на турниры и так далее. Сбор состава из молодых игроков позволил нам иметь больше влияния на процесс. Руслана и Дима, это их заслуга в первую очередь, в действительности смогли весь свой опыт определенных неудач прошлых лет конвертировать в более правильную регуляцию процессов непосредственно. Наверное, второе большое изменение — это медиа. То есть, в действительности, в 2021 году это был первый год, когда клуб был качественно репрезентован в медиа. Это касалось контента, который выпускался с командами и вне турниров, и на турнирах. У нас появилась стратегия, как именно мы это делаем. И даже если мы не собирали какие-то внушительные цифры, мы в любом случае понимали, какие вещи делаются правильно, какие неправильно, и как лучше продолжать. В то время медиа стало постоянным. Мы перестали иметь к этому какой-то подход более хаотичный. Мы знали, что у нас есть 365 дней, примерно предполагали свой график и знали, что мы делаем в тот или иной период этого времени. Это большое изменение было и для жизни команды, и для жизни всего клуба, и того, как он репрезентовывался для аудитории. Мы стали немножко по-другому подходить к пиару. То есть мы стали стараться объяснять людям, что, как бы это ни звучало неприятно для них, но во многом они живут свою текущую локальную жизнь для аудитории. Это неизбежно. Когда мы говорим про любого инфлюенсера, часть его жизни всегда живется для аудитории. И они должны понимать, как именно они себя хотят этой аудитории показывать. Мы не предполагаем каких-то именно строгих нравов, да, то есть мы не предполагаем, что люди не должны, в принципе, алкоголь употреблять, не должны там матерное слово говорить. То есть личность должна иметь свободу для того, чтобы правильно самовыражаться. Но определенные смыслы, которые они несут, слова, которые они говорят, скорее вот об этом речь, они должны понимать, что каждое их слово имеет вес и имеет влияние на тысячи людей. Это стало возможно именно из-за того, что мы работали с новыми людьми, которые были готовы впитывать и свою модель поведения формулировать от того, что мы говорим. Мы были авторитетами для них, а они понимали, что вещи, которые мы говорим, это не наш личный какой-то интерес, да, или корысть, или что угодно. Мы это делаем для общего блага, так или иначе, их и нашего. Наш состав по доте уже 6-й раз к тому времени пытался выйти на International. В то время я уже гораздо лучше реагировал на спортивные процессы. Да, само собой, это было крайне нервительно, там пара пачек выкуренных сигарет, это все неизбежно абсолютно, но я был довольно стабилен. Мы просто ждали результата и все. Проблема таких позиций, как менеджер, спортивный директор, SEO и так далее, в том, что ты имеешь влияние на процесс только до начала этого процесса. Ты не можешь никаким образом повлиять на результат, который определяет качество твоей жизни и твой успех. Ты не можешь повлиять на сам процесс непосредственно. То есть ты должен сделать все возможное до начала этого процесса, а дальше просто отпустить вожжи и смотреть, что происходит. И такой подход действительно позволяет гораздо лучше обитать в спортивном пространстве. Квалификации на Дотинт происходили с определенным уровнем сложности крайне повышенным, до смертельного, наверное, можно так сказать. За 2 дня до начала квалификации на нашем буткемпе, который мы построили, сам дом непосредственно построили его в поселке, у нас вышел из строя кондиционер. Поломка была такого уровня, что нам нужно было полностью заказывать новый блок, которого не было в наличии. И мы не могли в скорости, применив любые ресурсы и так далее, эту проблему решить. В Московской области было примерно плюс 38. Дом стоял на самом солнцепёке, не прикрывался никакими деревьями, никакой тенью. В игровой стояло 7 работающих компов, которые также разогревали эту игровую. И, наверное, там было градусов, 34-35 точно. 5 моих игроков сидели раздетые до трусов,
и играли эту квалификацию. Мы применяли различные методы в то время для того, чтобы с этим как-то справиться, вплоть до абсурда в виде огромного таза, который был отдельно куплен под эти цели, наполненного льдом, для того, чтобы как-то эту игровую охладить перед игрой непосредственно. Очевидно, вы должны понимать, что игроки проводят в игровой 10-12 часов в день. И это были крайне тяжелые условия. Мы пытались всеми способами возможными с этим справиться, но сделали, что смогли, скажем так. И парни большие молодцы, что они стойко перенесли такую серьезную трудность в той ситуации. Сама мысль о том, что этот финал, который нам очевидно по силам выиграть, и более того, мы являемся там очевидными фаворитами, может быть проигран из-за того, что клуб добавил некоторых проблем команде, эта мысль, что мы могли проиграть из-за того, что у нас сломался кондиционер, она гораздо больше давила, чем сама мысль, что мы в принципе можем проиграть. Тут дело в ответственности, на самом деле, вот в чем point. У нас есть в целом практика внутри менеджмента тех или иных составов предполагать определенные результаты, для того, чтобы понимать, насколько мы действительно верно оцениваем форму команды и наши возможности. Единственное важное правило во всем этом, мы не должны это никоим образом с игроками обсуждать, очевидно. Лишняя ответственность, которая на них накладывается, она точно не пойдет на пользу. Перед тем первым интом, если я правильно помню, мы считали, что топ 5-6 это для нас очень хороший результат, который мы можем достигнуть. Вероятно, матч с ВП — это самый эмоциональный матч, который был у меня в моей карьере. Это матч, который дал мне такое количество эмоций, которые я, возможно, не испытывал за годы до этого суммарно. Спирит топ-4. Да, ну и нельзя сказать, что 5-6 место это плохое. Дожили. Это оно, да? 29-1. У нас был длиннющий лустрик против Virtus.pro в любых составах, в том числе в текущем, да, в котором мы выступали в этом матче непосредственно. Мы проиграли им, во-первых, все матчи, которые, в принципе, были между Team Spirit и Virtus.pro за все время существования. И количество этих матчей было 26. ВП всегда были своеобразным бегуном перед тобой, да, то есть ты бежишь какой-то марафон, и вот какой-то человек есть всегда перед тобой. Мы были близки просто с точки зрения региона. Мы очень много про них знали. Помимо всего прочего, очевидно, наши мысли о том, что какие-то вещи там делаются неправильно, тоже добавляли какого-то давления, ожиданий. Вероятно, победа в том матче на уровне естественных ощущений дала мне даже больше эмоций, чем победа на Инте. Финал на мы смотрели все вместе на буткемпе. Вместе не в плане того, что мы сидели на одном диване, смотрели в один экран и так далее. Мы были вместе в одном пространстве, скорее. У нас, наверное, было человек 10 в то время на буткемпе, и большинство из них было в игровой, где находился я, собственно говоря. Я никогда не считаю правильным каким-то образом коллективизировать людей. Человек придет к коллективу, когда он сам этого захочет. А коллектив образуется сам по себе в любом случае. Мне всегда казалось контрпродуктивным заставлять людей действовать по какому-то конкретной указке. Мы должны собраться и вместе это смотреть. Мы и так соберемся. Кто-то соберется, кто-то нет и так далее. Кто не захочет, не придет. Это абсолютно свобода в этом плане. Наверное, тот матч, он не был для меня столь богат по эмоциям, как матч с ВП, но он был очень драматичным. Он без бая, парни, он без бая. Мы сломаем, у нас крипы есть еще. Крипы есть, парни. GoPro сломаем. GoPro Stro сломаем. Ancient exposed! Can they stop a PSG? Они не can. GQ's got his hands up! Team Spirit! Чемпионы за International 10! Из там примерно 4, 5, 6 часов этого матча я 75% провел на балконе, куря сигарет. Я выйду, сяду за комп, посижу 3 минуты, убегу обратно на балкон, скурю сигарету, вернусь, посмотрю 3 минуты и так далее. Большая стеклянная дверь на выход на балкон. И через нее слышно, что люди говорят, как они реагируют и так далее. И каждый раз, когда я слышал какие-то громкие реакции от тех людей, кто сидел в игровой, я пытался угадать по тому, как они это делают, хороший это момент или плохой. Потому что они были похожи, на самом деле, и в той или иной другой ситуации. Это было забавно. У меня вот есть очень долгая дискуссия с Димой Корбаном на тему того, что хуже, занять топ-8 или топ-2. Дима в своей профессии, в своей должности, он должен жить более конкретным периодом времени, который он проживает прямо сейчас, нежели я. И я понимал, что даже выход в этот гранд-финал — это все равно очень много. Ожиданий того, что мы выиграем, или глубокого стремления, что мы обязаны это сделать, и никак иначе зачем мы это сделали и так далее, зачем мы вышли в этот гранд-финал, если мы его не выиграем. Но это не моя история. То есть я должен по своему подходу к процессу, да, к тому, какую должность я занимаю, смотреть на вещи вперед, так или иначе. Естественно, эмоции преобладали в огромном количестве, очевидно, но с точки зрения осознанности, понимания процессов, даже если мы проиграли бы, рационально я понимал бы, что это все равно очень большой путь и большая
большое достижение. Но без Аегиса, что, конечно, гораздо хуже. Огромная часть работы лежит и до победы, и после победы. И в действительности всегда есть это вот интуитивное ощущение, что вот мы сейчас выиграли, и после того, как завершается такой большой путь, думаешь, ну, отдохнуть нужно. В действительности, после любой победы начинается огромная работа, так или иначе. Для нас, как для структуры, не могу сказать, что мы были готовы к такому результату. То есть, я помню эту ночь в день, когда мы выиграли, хаотичные часовые переписки с разными сотрудниками и так далее на тему того, что нужно делать прямо сейчас, да, для того, чтобы правильно поступить, чтобы все это было максимально верно обыграно. Мы очень быстро засетапили смену билетов, да, потому что ребята должны были по домам разлетаться, мы привезли их в Москву, мы сняли им хороший отель, мы организовали пресс-конференцию с париматчем, спасибо им за это, отличное было мероприятие. И напомню всего один вопрос. Как и любой другой турнир, который мы выигрывали до этого, ты просто радуешься, что ты смог победить самых сильных соперников на планете. Повалило огромное количество заявок мне в личку, на корпоративную почту, Кости и так далее, пресс-конференции, интервью. Нас встречала съемочная группа с Первого канала или с России-1 в аэропорту. Вот они! Мы поняли, что нам нужно прямо сейчас донести определенные мысли, правильные формулировки до игроков для того, чтобы они правильно интерпретировали то, что произошло. Разговор на самом деле был не коллективным, это были индивидуальные разговоры. Я, Руслан и Дима общались с каждым из игроков для того, чтобы объяснить, что произошло и как жить дальше. Из-за того, как Valve выстроили экономику игры для киберспорта в первую очередь, да, очевидно, что цель каждого игрока — это американская мечта. Это выиграть инт и жить дальше, скажем так, да, на эти деньги, уже любым другим способом, уже сама дота будет не важна и так далее. А нам нужно было объяснить людям, что спорт не про это, что вы занимаетесь спортом, а вы не селебрити, у вас не было цели выиграть в лотерею. Это не лотерея. Вы добились своим трудом, и вы можете добиться гораздо большего, чем добились уже сейчас, и еще большим трудом. Но помимо этого, безусловно, нужно было отработать определенные первые зачатки звездных болезней, отработать моменты первичной финансовой грамотности, потому что на них посыпалось огромное богатство, да, и они могли поступить не очень рационально по отношению к самим себе, в первую очередь, конечно. Для этого мы их собрали, чтобы максимально оперативно этот вопрос решить. Уже на этапе первых 3 недель после той победы мы смогли заключить 2 новых контракта с новыми спонсорами. Мы масштабировали свой контракт с букмекером. Очевидно, что конец 2021 года — это первый момент, когда клуб стал состоятельным именно как бизнес-юнит, а не как спортивный юнит или просто какой-то способ самореализации. Даже победив на инте, учитывая те изменения, которые произошли годом ранее, мы остались тем же самым клубом, которые были до этого. Это скорее была точка роста. Структура вся сохранилась. А если мы говорим про то, что люди почувствовали большие изменения после этого, ну, это, наверное, скорее про самоосознание самого себя. То есть, кто ты и какое место в мире ты занимаешь. Очевидно, что до победы на том инте Team Spirit котировались довольно низко с точки зрения иерархии, спортивной иерархии клубов, да, непосредственно. Мы были тир 2,5, тир 2 клубом, который время от времени мог где-то стрельнуть, как это сейчас бывает со многими клубами, да. Но в среднем мы не были грандом, мы не были большим юнитом, мы не были на виду и никому особо не были интересны, откровенно говоря. Я слышал, наверное, буквально десятки способов определения, что такое тир-1, тир-2 и тир-3. Это можно по рейтингу делить, можно делить по количеству составов, мультигейминговости. С точки зрения определения тира клуба, ну, мы в тир-1 явно уже довольно давно, года, наверное, с 22-го. Мы поехали на Арлингтон, у нас были колоссальные проблемы в составе перед этим, проблемы были персональные, в первую очередь, да, не с точки зрения всей структуры, были проблемы у отдельных игроков. Это приводило к серии конфликтов, и мы предприняли большое количество попыток это исправить. В целом, поездка на Арлингтон была довольно кинематографичная с точки зрения процессов, да, потому что в июне у нас было крайне неудачное DPC, мы были преисполнены негативом, конъюнктура переезда в Белград, всех сложностей, войны и подобных процессов, она действительно не играла нам на руку, очевидно, абсолютно. Был один эпизод на одном из турниров, который был такой точкой таймлайна, когда какие-то вещи перевернулись. Мы поехали после DPC на первый самый Riyadh Masters. Мы получили прямой инвайт. Вероятно, мы получили его не из локального результата, а именно то, что мы выиграли предыдущий International. Там была групповая стадия, все было плохо, по-прежнему, как и было до этого. Динамика не менялась. У Димы были проблемы какого-то характера, не помню детали. И ему нужно было срочно улететь в Питер на пару дней. Поэтому он не мог провести с командой весь турнир до конца, что тоже было проблемой, учитывая общий фон вот этой проблематики, да, которая происходила. Прямо в день перед вылетом с турнира в Питер
вероятно, где-то внутри него там сорвало клапан в плане постепенности процессов. И он решил попробовать разом перед своим отъездом ударить кувалдой. Вместо того, чтобы легонько бить молоточком, он решил ударить кувалдой. Дима применил определенный прием, скажем так, психологический, к определенным эмоциям и мыслям возвал в игроках, что в их молодых умах очень хорошо откликнулось. Дело в фокусе, да, то есть он сделал огромный фокус на проблемы, он перестал сглаживать углы, он взял каждого игрока, с каждым индивидуально пообщался. Мы гораздо лучше отыграли плей-офф того турнира. Мы дошли до финала. В финале мы проиграли LGD, но они были очень сильны. Это было уже очень хорошим для нас результатом локально в то время. После этого была поездка в Тель-Авив на визы. Это был первый раз, когда команда провела время вместе вне игры. Они в это время просто гуляли, ходили на шопинг, ходили в бар вечером. Ярик в каком-то интервью говорил, по-моему, как раз в одном из влогов Арлингтона, у него была такая очень тоже фраза романтичная. Мы как будто заново влюбились друг в друга. И это именно так и ощущалось. Казалось бы, это очевидно тимбилдинг, но в действительности все такие приемы, они все имеют срок годности. Если бы ровно такая же ситуация повторилась спустя год, один в один, и мы сделали бы ровно то же самое, эффекта бы уже не было. Когда мы говорим про такую вещь, как цикл жизни состава, в чем он заключается? Группа уникального набора людей проживает какие-то определенные эпизоды в первый раз. Определенные разговоры, определенные аргументы, определенное времяпрепровождения вместе, определенные результаты на турнирах, плохие, хорошие, поездки, стресс и все остальное. И пока остаются какие-то новые, очевидно масштабные вещи, этот цикл жизни состава продолжается. Когда эти вещи очевидно заканчиваются, тогда пора что-то менять. У нас был своеобразный такой медовый месяц в этом Тель-Авиве, да, и так далее. Были очень плотные тайминги, и мы вылетали на турнир в Арлингтон буквально в стыке. И так сложилось, что Руслане не дали визу. Я полетел в Арлингтон помогать Диме, как менеджер состава, по большей части. Интересный был опыт. Спустя 7-8 лет, да, когда я последний раз это делал. Само собой, я уже не так действовал, как там 7-8 лет назад, и очевидно, что люди не могли меня с моей позиции попросить там просто там что-то принести им, потому что, ну, это было неправильно с точки зрения конъюнктуры взаимодействия. Весь Арлингтон проходил на очень высоком уровне вайба. Это был очень позитивный турнир, и даже плохие эпизоды переживались позитивно. Я лично придумал забавную контент-единицу, которую мы снимали как раз с Машей и Женей, да, это послематчевую аналитику в одной и той же локации. Было прикольно. Это был эпизодический пример хорошей работы менеджмента, на мой взгляд, где именно менеджмент своими действиями перевернул то, что происходило с составом. Как и в кино, обычно после хэппи-энда наступает нечто плохое. 12-й инт был провален. То, как мы готовились к этому инту, было неверно. Это было связано с тем, как мы получили фидбэк от игроков, и с тем, какие решения мы приняли. До 2020 года, так называемый Спринт 1.0, да, мы брали людей по наитию. Мы с кем-то встречались, он нам нравился, он казался нам подходящим и нужным, полезным. Мы брали его на работу, если он сам этого хотел. После реформации в 2020 году мы изменили подход. Мы скорее стали не по наитию брать людей, мы стали формулировать, кто нам нужен. Потому что мы стали лучше понимать, кто нам нужен. Работа в изменениях состава – это всегда гипотеза. Никогда не аксиома. Если доводишь это до аксиомы, скорее всего, ты уже не принял решение вовремя. Что я имею в виду? Если у тебя не остается выбора, скорее всего, решение вовремя уже не было принято. Ты берешь игрока, у него 18 характеристик. Они все по-разному заполнены, свои баги и перки. У тебя есть еще 4 игрока, тренер, какой-то штат, который с этим работает, менеджер и так далее. У них есть свои такие же характеристики. И каждая из 18 первого игрока пересекается с 18 другого. Слишком большое количество параметров. Есть очевидные моменты, есть очевидные ошибки. Вероятно, они и у нас были, я полагаю. Но в среднем формулы здесь нет и не может быть никогда. У нас все по-другому в киберспорте выстроена структура. Ты берешь игрока, и ты должен провести с ним большой отрезок времени в залоченном пуле игроков. Вас всегда будет 5. Ты не сможешь в случае какой-то проблемы у него, того, что ты ошибся с трансфером, с чем угодно и так далее, ты не сможешь просто посадить его на скамейку, взять с скамейки другого и посадить его в свой состав. В спорте этот механизм с точки зрения управления составом, он гораздо более вариативный. И самое главное, у тебя гораздо больше контроля. В киберспорте ты во многом должен делать ставку. По сути, это ставка. Ты делаешь ставку на того или иного игрока, на сочетание между этими игроками, даже если там... Ты думаешь, игрок А, игрок Б, игрок С. Кого-то из них надо взять. Б, очевидно, сильнее как игрок, но у А гораздо лучше химия с одним из твоих игроков. А С, очевидно, гораздо лучше подходит по своей текущей игровой модели, например. И ты в любом случае делаешь ставку. Сыграет она или не сыграет, ну, это и есть компетенция в целом.
Если говорить про масштабирование клуба и про рост его штата, наверное, ориентировочно можно на эти цифры опираться. В 2012 году, наверное, у нас было человек 15, не считая игроков и тренеров. В 2020, может быть, 18, в 2021 после, допустим, НТА, если мы говорим про период именно конца года, у нас было, наверное, человек 25-27. В 2022 тяжелый был год, очевидно. Вряд ли что изменилось, тоже было около 30. После этого мы как раз в 2023 довольно активно добирали штат. На текущий момент времени, в 2025 году, у нас 64 человека. Это я знаю точно. Если мы берем нового редактора в СММ, очевидно, я не буду лично его собеседовать. Если мы берем человека, который так или иначе с составами взаимодействует, я точно буду его собеседовать. Если это какой-то человек в топ-менеджмент, я тоже буду его собеседовать. Если мы говорим про период, когда Маша приходила в клуб, и по поводу тех сомнений, которые мы испытывали, я думаю, что тут сыграло два фактора. Первое, как я уже говорил, Virtus.pro структура была деструктивной, и она была очень заметной частью этой структуры. Очевидно, что мы опасались определенного конфликта корпоративной политики, наверное, можно так сказать. Но стоит сказать, что за все 3 года, сколько мы работаем, ни одно из опасений не сбылось. По очевидным причинам, естественным причинам, киберспорт является довольно сексистской индустрией. Быть женщиной в индустрии, где подавляющее большинство аудитории — это геймеры, которые находятся под постоянным конкуренции внутри самих себя и относятся к женщинам зачастую с некоторым страхом, испугом, пренебрежением, просто из-за стереотипов, это не просто на любой должности, чем бы вы ни занимались. Будь вы менеджер, работаете вы в медиа, хостом, неважно абсолютно. Когда я рассматриваю какого-то кандидата на любую из должностей, у меня в принципе нет критерия пол. В моем понимании и у мужчин, и у женщин полно багов, и ни один из них в принципе не может быть привязан к полу. Став ПКС тоже прожил своеобразное перерождение. В течение 4 лет мы работали с одним определяющим в этой структуре человеком. Это был Коля Цертус. Я ему очень благодарен. Он дал мне очень много важных уроков и в плане работы, и в плане жизни. Это был опытный взрослый мужчина, который имел очень богатую различным опытом жизни. Но когда мы говорим про большой масштабный бизнес, который у него был, я надеюсь, что есть, и про работу полноценным тренером, особенно с масштабированием самого проекта, с тем, что состав стал выходить на какие-то ланы, он стал подниматься в рейтинге, конкуренция повышается. Очевидно, что ему стало гораздо сложнее это делать и совмещать. В конце 2020 года он ко мне сам пришел с посылом о том, что ему нужен перерыв, ему нужен отдых, и он бы хотел взять инактив на какой-то период времени для того, чтобы жизнь наладить и посмотреть, что будет дальше. Человек может уйти в инактив, мы готовы его возвращать после этого, да, и так далее. Но если в период, пока он отсутствовал, у нас все получается, очевидно, что он уже не вернется. Это обычный процесс, ничего такого. К тому времени мы уже довольно долгое время работали с Сережей Хали. Он работал в нашей Spirit Academy. После этого мы привели его работать в мейн-состав на ассистент-коуча. Я видел в нем большую перспективу. То есть это было похоже концептуально на тем, что было с Димой, но у него совершенно другие сильные качества. Это глубоко спортивный человек с желанием достигать результата через работающую структуру. То есть для него важно, чтобы результат приходил от того, что все делается правильно. Сам по себе результат его тоже, конечно же, удовлетворяет, но вряд ли это что выше удовлетворения. То есть, чтобы ему было реально хорошо, ему нужно, чтобы было понятно, почему он достигнут, как именно это сделано, ну и чтобы он приложил к этому руку, конечно же. Мы решили попробовать перестроить состав по похожим принципам. То есть это в целом... У нас сейчас есть такой тренд в последние 5 лет. То, что у нас состав по КС и по Доте где-то гоняется друг за другом. Не в плане результатов. Дело в подходах. То есть какие-то сработавшие вещи в одном из составов я стараюсь применять в другом из составов. Уже с Серегой на посту тренера мы во многом заимствовали удачные практики и состав по Доте. А еще с Колей и Цертусом ввели такую практику, когда приходит время перестраивать состав, мы приходим к игрокам и говорим: вы все на бенче. Даже самые лучшие из них. Донки, Тора, все кто угодно. Это не всегда возможно. Это не всегда применимо. Это в первую очередь какая-то ситуация, когда все реально плохо. То есть команды в тир-1 в действительности так не смогут действовать никогда. Но для тир-2 это довольно эффективный прием, на мой взгляд. Все игроки бенчатся, собирается шорт-лист, мы смотрим на все возможные варианты, которые есть, и собираем наиболее подходящий состав по тестам, опять же. Это было большим перерождением для нас с точки зрения КС-состава. Когда Серега Хали получил бан
Это было очень драматичным событием, потому что прежде чем делать какие бы то ни было выводы, ты всегда должен максимально глубоко с ситуацией ознакомиться. Ты не ищешь конкретно ответ на вопрос, виноват или не виноват. Ты должен понять, что произошло, как это происходило и почему это произошло. Познакомившись с материалами, для меня стало абсолютно очевидно на все 200%, что его вины нет никакой. И, в целом, Есик просто перегнул палку с точки зрения своего подхода. Там просто косой полегли все люди, которые столкнулись с технической неисправностью игры случайно один раз на 5 секунд в своей жизни. Это абсурд. Если бы он получил более серьезный бан, это, очевидно, была бы история с адвокатом, с судом и всем чем угодно. То есть мы бы грудью встали на его защиту в любом случае. Но 2,5 месяца было понятно, что в целом проще это уже отсидеть и пойти дальше. По поводу его реакции, это было стойко. В целом, как мужчина, перенес проблему, с которой столкнулся. И очевидно, что он бы хотел поехать на этот турнир, и для него это было важно. Мы чувствовали, что это большой шанс для состава показать себя. Что, к слову, и произошло с поддержкой Сереги уже удаленно. Я был даже удивлен, насколько эффективно он может работать, находясь не составом. То есть за это ему большой респект. И у него был большой вклад в то, что мы там заняли топ-4, этот матч с Фейзами и так далее. Это было во многом его заслуга тоже. Главное преимущество Влада, что я не сомневаюсь в нем ни на секунду. Не в плане того, что он примет самое правильное решение, не в плане того, что он самый умный, самый компетентный и так далее. Он умный и компетентный, безусловно. Суть скорее в том, что я абсолютно уверен, что это мой человек. И что он действительно никогда не поступит плохо по отношению ко мне и к клубу, и к своей команде. Это было самым главным критерием, по которому он оказался в этой команде. Он приходил в Спирит 4 раза. Был, наверное, 26, 27, наверное, плюс-минус. И проблема была именно в том, что уже к такому возрасту он не понимал, кто он и чего он хочет. Я попытка играть в доту — это в первую очередь инфантильность. То есть это действительно попытка применить себя там, где тебе комфортно. Когда я вписываюсь в такие истории, как бы это опять же цинично не звучало, для меня это некоторый социальный эксперимент. Влад до этого периода и Влад после этого — это разные люди. То есть, и суть, наверное, в первую очередь в том, что, как и многие молодые ребята, там, года рождения конца 90-х, он в целом был довольно инфантильным. Ему было комфортно, он ел, пил, спал, играл в игру, но внутри себя он пережил такое количество трудностей, такое количество внутренних конфликтов, вопросов, что я вообще делаю со своей жизнью. Он вышел гораздо менее инфантильным и гораздо более готовым к неудобствам, неудачам, проблемам в жизни, чем был до этого. После переезда в Белград мы потеряли нашего сотрудника, который работал у нас на позиции менеджера в КС-составе. И нам нужен был новый человек. Команда также ездила на ланы. И в целом, да и без ланов, очевидно, что команда без менеджера тяжело существует. Руслана помогала им в первую очередь. Она совмещала, скажем так, работу с 2 составами, когда мы приезжали в Белград. Влад всегда был где-то на подкорке моего разума. Разговор с ним был довольно жестким, когда я брал его на работу. Опять же, учитывая неудачи, которые у нас были до этого, он не мог быть другим по определению абсолютно. Я в целом представлял ему эту возможность как шанс. Как шанс построить хорошую жизнь и хорошую карьеру. И что он должен цепляться за него всеми возможными способами. Первый год работы мы сталкивались в его работе с некоторыми вещами, которые он делал неправильно. Каждый мой личный разговор с ним по поводу проблем в его работе приносил свои плоды. Ни разу не было такого, чтобы я ему сказал: Влад, ты делаешь это неверно, делай по-другому. Он мне сказал: да, и ничего не изменилось. И очевидно, что Влад один из тех людей, вот если мы берем отрезок 22, 23, 24, 25, который в своей работе прогрессировал каждый год. Так сложилось хронологически, исторически, что я долгое время был в первую очередь именно дотером, то есть это была моя дисциплина. Дело не в самой игре, там играл я в нее или не играл, по-разному бывало в разные периоды жизни. Дело в том, как я понимал и какие компетенции у меня наращивались из понимания какой индустрии. CS и Dota очень сильно отличались. Dota, как я уже объяснял, она очень сильно центрировалась как International. Это, очевидно, был единственный реально важный ивент в году. И, по сути, ты живешь в режиме: я делаю что-то в течение года, чтобы показать наилучший результат на International. Деструктивная среда, на мой взгляд. То есть для меня, допустим, понимание того, что раздувание призового фонда на ИТ проблема стала понятна еще с 2018 года. Было понятно, что это пузырь, который раздувается, ни к чему не приведет. И в действительности будут приняты очень трудные решения для того, чтобы с этим справиться. Очень сильно устроилась работа с игроками, с контрактами, с тем, чтобы собирать, управлять составами из-за всего этого. КС же все это время жил по другим правилам. На протяжении первых, наверное, 7 лет, там, до 22 года, я гораздо меньше вникал в процесс. Когда состав выступает за клуб, но клуб как структура слабо влияет на процесс. КС вот был первым подобным составом, да, в котором мы работали подобным образом. Вначале у меня был Коля Цертус, закрывал все вопросы, которые касались состава, определения, принятия решений, замены. Для меня вот эта вот среда Counter-Strike гораздо более
прогнозируемая, гораздо более управляемая с точки зрения менеджмента, где у проектов нету как такового срока жизни, где проект видоизменяется по ходу своего развития, а не пересобирается, как это делалось в Dota, для меня это было нечто новым. Сейчас очевидно, что Dota пошла схожим путем, то есть Dota это тоже в целом стало проектом про долгострой, в любом клубе абсолютно. Начиная с 2022 года я стал гораздо больше вникать именно в то, как все происходит в Counter-Strike. Мы собрали очень хороший академический проект, это, наверное, наша гордость во многом, да, то, что мы это сделали, это одни из первых и наиболее эффективным образом, на мой взгляд. Именно в КС это получило наибольшую эффективность в действительности. То есть КС это проект, в котором ты можешь думать сегодня о том, что будет через 2 года. В Доте такой роскоши, конечно, получить было бы невозможно в старые времена, скажем так. То, что происходит с нашим КС-составом, это очень органичная история, где серия решений моих, людей, которые работают в нашей академии, Хава непосредственно и так далее, привела нас к успеху, что было очень круто. Можно буквально по кирпичикам разложить на очень долгий таймлайн, какие конкретно решения, какие события привели нас к тому успеху, который мы получили в текущий момент времени. Все очень быстро раскрутилось и завелось. Как это обычно бывает в Доте на самом деле. То есть в Доте, допустим, академические проекты имеют совершенно другую конъюнктуру, в отличие от КС. Дота, очевидно, это игра, где игрок способен в гораздо более быстром темпе показать, на что он способен, например. В КС игроки гораздо больше развиваются в формате спортсменов классических, то есть им нужно действительно большее количество времени для того, чтобы раскрыться. Связано это в первую очередь с тем, что КС — это игра про знания во многом. И тебе нужно эти знания аккумулировать внутри себя и уметь их быстро применять. Просто нужно очень много часов, чтобы дойти до этого уровня, даже если ты очень талантлив. В действительности КС-проект — это очень поэтапное развитие и поэтапные шаги к успеху. Более яркие эпизоды, например, Даня Донг, да, очевидно, привели нас к успеху, но его появление в нашей структуре тоже не случайно, очевидно. Он не просто нам подвернулся по ходу домой, когда мы шли с работы. Мне было очень приятно понимать, что определенная серия решений нас привела к тому, что мы имеем. Примерно каждый год мы проводим своеобразную ревизию дисциплин в киберспорте для того, чтобы понять, интересна ли нам экспансия еще в какие-то дисциплины. Допустим, такой инструмент, как ИВЦ, очень интересно анализировать, особенно динамику от года к году, да, когда одни и те же дисциплины в один и тот же таймлайн, одним и тем же оператором на одном и том же фестивале представлены в своем максимально широком масштабе. Турниры на ИВЦ большие, крутые. Мы видим реальный результат того, что может дисциплина дать клубу непосредственно. Тут в целом есть такой глобальный вопрос по поводу того, каким путем идти. В моем понимании мультигейминговые клубы — это не очень спортивная история на самом деле. Это гораздо больше про продюсерскую историю. То есть, в моем понимании, такие клубы — это не спортивный клуб в понимании спорта большого, например, да, это скорее такой своеобразный продюсерский центр, который находит каких-то инфлюенсеров, подписывает какие-то наиболее заметные и масштабные команды для того, чтобы они продвигали их бренд в целом, в своеобразном таком симбиозе, существовали вместе параллельно, по сути. Наша история, и в целом то, как развивается киберспорт во многом именно в нашем регионе, это история более спортивная, на мой взгляд, то есть мы непосредственно принимаем участие в том, как состав функционирует. И, на мой взгляд, в большом мультигейминге, для меня, по крайней мере, я не нашел пока что такого способа, это будет невозможно. Поэтому, когда мы говорим про пул дисциплин Spirit, скорее всего, он будет ограничен в любом случае для того, чтобы это имело спортивную составляющую, потому что история продюсерская мне, честно говоря, мало интересна. Наиболее эффективный путь развития любого бизнеса в любой индустрии — это идти проторенной дорожкой. Кто-то перед тобой прошел, поошибался, принял какие-то правильные решения, неправильные решения, ты учел его опыт, потому что именно навык учитывать чужой опыт является определяющим в том, как быстро ты сможешь развиваться. На своем опыте ты очень быстро не научишься, слишком долго все это продолжается. Чужого опыта гораздо больше, очевидно абсолютно. Осматриваясь вокруг, особенно с приходом ЕВЦ, когда мультигейминговость стала, очевидно, поощряться в большей степени, чем раньше, это стало еще одним поводом задуматься о структуре развития клуба. Уделять полноценное внимание слишком большому пулу дисциплин – это маловероятный сценарий. И в действительности для того, чтобы все правильно работало, нужно концентрироваться на понятных проектах. Понятных не в том плане, как они работают, в этом нужно разбираться, очевидно, а в том плане, для чего они нужны. По этой причине мы в том числе оказались в мобильных дисциплинах. Аудитория, которая уделяет внимание этим дисциплинам, слишком велика, и она растет с каждым годом. Это была основная причина, по которой мы решились на некоторую экспансию. Мы подобрали 2 дисциплины, которые наиболее актуальны для нашего региона, и нам нужен был лид, который будет этим заниматься. Я давно смотрел за карьерой Маши Гуниной. Она не была безупречна, безусловно, возникали определенные проблемы на ее пути, но также я понимал, что определенные решения, которые она принимала, несмотря на некоторую одиозность происходящего вокруг,
были зачастую довольно верными, на мой взгляд. Пару раз с ней пообщавшись, я пришел к выводу, что мы могли бы найти общие точки пересечения, и мне кажется, что мы неплохо понимали друг друга с точки зрения того, как нужно развивать составы непосредственно. Поэтому где-то около года назад она стала лидом нашего проекта по мобильным дисциплинам глобально. На текущий момент времени это MLBB и PUBG Mobile. Киберспорт — это такая индустрия энтузиастов. Она была очень молодая, пока что еще и остается молодой. Найти какую-то тропинку, по которой уже прошли, и тогда, 5 лет назад, и сейчас, кажется маловероятным. Как раз с этой логикой я пришел к выводу, что мне нужно найти максимально похожую индустрию, да, на которой я смогу найти похожие примеры, похожий опыт и адаптировать его под киберспорт непосредственно. И этой индустрией стал футбол. Я не могу сказать, что я большой знаток футбола. Честно говоря, мне трудно вспомнить, когда я последний раз смотрел весь целиком 90-минутный матч. Ничего особо интересного я в этом не вижу. В силу культурного развития футбол действительно имеет очень большое количество лет. Он прошел очень много путей различных, и именно изучение индустрии, истории клубов, поведения, принятия решений менеджмента, тренерских решений, как именно игроки себя ведут, модели поведения, это глубоко интересно, потому что там очень большой, глубокий пул референс. Тут важный момент именно в том, чтобы принять чужой опыт и адаптировать его. Наверное, топ-3 самых важных вещей, которые мы приняли от больших спортивных индустрий, в том числе от футбола, и адаптировали их. Первое – это, очевидно, система скаутинга. То есть в футболе есть пассивный активный скаутинг, технологии идут вперед, определенные вещи меняются и так далее. Многие процессы, которые происходят там, мы их адаптировали, приняли для примера определенные футбольные академии, да, и так далее, как работают скауты непосредственно. Актуален второй пункт, который связан с первым, это система аналитики. То есть мы сейчас стараемся развивать и толкать внутри клуба собственные разработки, которые касаются именно программного обеспечения, которое помогает нам в аналитики команд оппонентов, аналитики своих команд, их состояния, их формы. Третье, наверное, наиболее интересный момент для меня, это то, как футбольные структуры умеют сочетать внутри своих составов баланс и силу и звездность игроков. То есть, наверное, еще один важный пункт, в котором нам тоже помог большой спорт, это вот именно понимание важности личности тренера. То же самое Дима Корбан, он во многом второй тренер этого команды. Просто у нас есть Айрат, который занимается игровой составляющей, да, и Дима, который занимается всей внеигровой составляющей, которой тоже очень много. И вот это вот понимание важности тренера, важности его авторитета, важности принятия решений, которые делает человек, который компетентен и способен брать на себя ответственность, это тоже важный момент. Дима уже не раз говорил в интервью, что первый человек, которого мы взяли, которому мы списались, был Айрат. Потому что мы понимали, что мы строим команду от тренера. И в КС у меня точно такая же структура, мы тоже строим команду от тренера. Мне кажется, в большей степени на меня повлиял проект Брайтона в АПЛ. В начале 20-х они изменили свой подход к скаутингу, и они стали одной из первых команд, которая стала активно набирать ноунейм игроков по метрикам математическим. И это оказалось очень эффективным. С точки зрения трансферной политики, с точки зрения того, что входило на вход, выходило на выход, продавались игроки, да, и клубы, его результаты и так далее тоже, безусловно, повлияло на это. Отдел аналитики, который мы открыли и который работает у нас уже 2 года, это естественная попытка с помощью экспериментов добирать необходимые проценты. Когда на голом таланте и на голых решениях ты поднимаешься, условно, до 95%, следующие 5%, каждый из них, даются как предыдущие 30. 65-95, то же самое 95-96, потому что каждые последние проценты, их нужно выгрызать зубами буквально. И для того, чтобы эти следующие проценты добывать, тебе нужно находить те решения, до которых другие еще не дошли. И история с аналитикой — это, очевидно, попытка получить преимущество там, где у других этого преимущества нет, чтобы стать еще более конкурентным, еще более доминирующим. Это все очень большой эксперимент, и в действительности для того, чтобы это было эффективно, нужно найти правильный путь, который мы пока еще точно не нашли, но можно говорить 100%, что за эти 2 года определенную пользу он принес. Для того, чтобы быть конкурентным в киберспорте, ты должен въебывать по 16 часов. 6 часов спать и 2 часа жить свою жизнь. Мы должны понимать, что между спортом и киберспортом есть огромная разница. В спорте есть естественные ограничители. Ты не можешь бегать, тренироваться в футбол 8 часов. Ты просто умрешь. От обезвоживания, от того, что у тебя мышцы в коллапсе и так далее и тому подобное. В киберспорте его нет. Ты можешь сидеть за компом больше суток. Зачем? Непонятно, но ты можешь. И ты не умрешь, ты пойдешь, поспишь, еще раз сядешь на сутки и так далее. К чему это приводит? К тому, что лучшие действительно обязаны тренироваться, и обязаны, даже дело не в самих тренировках, они обязаны уделять все свое возможное внимание своему профессиональному развитию, так или иначе. Потому что другие будут это делать, и они тебя обгонят. Это неизбежно.
Наша академия по КСу прошла определенные пути, определенные шаги своего развития. Когда мы все это начинали, в действительности, мне это казалось настолько очевидным, и я был в шоке, что этого нету уже сейчас везде. Есть вещи, которые приходят в индустрию в свое время. То есть иногда она просто к чему-то еще не готова, этого не происходит. Но когда мы открывали академию по КСу, какой-то был год, 20-й, наверное, она уже была у Нави, какая-то была у ВП. Ну, то есть я видел подходы, и я просто не понимал, почему люди настолько небрежно к этому относятся. Это настолько невероятно очевидный шаг с точки зрения развития, который необходимо делать вчера, в идеале. Изначально мы познакомились с Халом. У нас были очень хорошие рекомендации на его счет. В целом я с ним пообщался раз, два, три. Он мне был крайне симпатичен как специалист, и мы привлекли его к работе в академии. В то время это, по сути своей, была просто молодая команда. То есть не было именно какой-то идеи развития молодых игроков. Мы просто брали тех игроков, которые не подходят по тиру, но являются перспективными на наш счет, по тем или иным причинам. У нас не было возрастного ценза, не было понимания, в чем именно надо их развивать, что мы именно хотим получить от этих игроков. Со временем мы стали понимать, что у Академии есть определенные критерии, как именно она должна развиваться. То есть на текущий момент времени, наверное, у нас самая масштабная Академия по Counter-Strike вообще в мире, наверное, да, то есть у нас 3 состава на текущий момент времени в разных группах, и еще один состав 4, который является взрослым, по сути, уже на своем уровне, на уровне академическом. Идея именно в том, чтобы мы так или иначе проходили все этапы развития игрока, начиная с еще более молодого возраста, чем мы получали игроков до этого. То есть мы начинаем набирать людей еще от 13-14 лет. Во многом идея Академии не только в том, чтобы привлекать звезд в свой мейн-состав, чтобы усилять свою команду игроками из Академии. Очевидно, когда ты находишься на высоком уровне в тир-1, привлечь именно игрока напрямую из Академии, он должен быть невероятным талантом, чтобы это, в принципе, было возможно. И во многом идея Академии именно в том, чтобы насыщать индустрию кадрами. Это касается, на самом деле, не только игроков, да, то есть когда вот мы расширяли пул составов своей Академии, мы заранее закладывали мысль о том, что в индустрии не хватает тренеров, не хватает молодых психологов, которые могут поработать с какими-то не самыми амбициозными проектами, молодых менеджеров, которые имеют опыт работы с составами в нормальной структуре, без хаотичного поиска денег там и так далее. Именно работы менеджеров, а не вот этих мастеров на все руки, которые обычно развиваются из миксов. Ну и, конечно же, игроки, очевидно, да, то есть есть понимание, для того, чтобы индустрия росла, нам нужно ее насыщать конкурентными кадрами, для того, чтобы они играли в других командах, тоже что-то добивались. Академия — это важный бизнес-юнит, который, по сути, параллельно развивается с клубом, участвуя в жизни этого клуба, а клуб участвует в его жизни и так далее, но они параллельно как проекты. И Академия состоятельна в том числе и финансово, потому что очевидно, что если твоя Академия эффективна, там выращиваются хорошие игроки, они могут продаваться в другие клубы, и это будет доход этого проекта отдельно от большого клуба. Мне всегда привлекательной казалась модель, когда человек в действительности способен высказать мне свое мнение без оглядки на то, что я думаю о нем. В связи с этим для меня всегда является позитивным моментом, когда человек готов отстаивать свою точку зрения со мной в споре, несмотря на то, какую должность он занимает. Это абсолютно не важно. Это положительное поведение, когда человек готов со мной спорить по любому поводу, если он правда уверен в своей правоте. Это не должно превращаться в абсурд, конечно же. Все дело в здравом смысле. Если человек спорит после того, чтобы спорить, это не конструктивно, в этом нет смысла. Но если ты уверен в своей точке зрения, даже если я с тобой не согласен, всегда есть повод это обсудить. Наверное, на текущем момент времени 2 человека, которые со мной больше всего спорят в организации, это 2 моих топ-менеджера, это Руслана и Костя. Когда мы берем сотрудников в Spirit, у нас нету какого-то жесткого принципа, который касается определенных характеристик или определенных правил, того, что он должен делать, того, что он не должен делать. Идея именно в том, чтобы любое его действие, любое его слово никогда не было направлено против самой структуры. Чтобы он на уровне своего понимания процессов, наверное, в первую очередь жизни, контекста работы, контекста того, с кем он работает, чтобы он никогда не предпринимал попыток кому-то сделать хуже. В остальном, ругаетесь вы матом, являетесь ли вы каким-то пуританином, если у вас какие-то проблемы там с какими-то нациями, расами, с чем угодно, абсолютно и так далее, если это не оказывает влияния на структуру, в этом нет проблем. Застой не в людях. Застой в идеях. Принцип сменяемости и текучки кадров не предполагает отсутствие застоя, на мой взгляд. В действительности важно отслеживать, способны ли вы оценить сами себя как структуру. Способны ли вы подумать о себе, как вы думаете о других. Когда вы смотрите на другой клуб, на другую команду, на других сотрудников какой-то другой индустрии и так далее. Вы все равно их оцениваете так или иначе. И для того, чтобы не было застоя, нужно с такой же оценкой и к себе относиться. Чтобы понимать, можете ли вы себя критиковать со стороны. Потому что застой — это первое, за что можно критиковать, очевидно. Учитывая, что за последние 10 лет нам удалось добиться немалых успехов,
Говорить о том, что я бы хотел просто больших успехов через 10 лет, было бы не очень интересно. Очевидно, что мы стремимся к победам, и в целом нужно понимать, что Spirit так выросли как структура, что в нашей системе ценностей нет ни одной, которая стоит приблизительно близко к слову победа. Ни деньги, ни какое-то внимание, там, бренд awareness, количество аудитории. Это все очень важные пункты в рамках бизнеса. Но в действительности победа является самым важным критерием, к которому мы все стремимся. Ничего важнее этого нет в принципе. Но говорить о том, что я просто бы хотел больше побеждать, больше выигрывать, иметь более профессиональную структуру, было бы довольно скучно, поэтому, наверное, от своей личности я скажу, что я бы хотел, чтобы через 10 лет мы внесли столько нового в индустрию, что сейчас не применяется и что станет эффективным трендом на этой дистанции, сколько возможно.